Здравствуйте, уважаемые товарищи, а также подписчики. Коих на сегодняшний день, к моему удивлению, аж 78 человек. Кто же вы? И что вас привлекает в моем канале, для меня, конечно, остается загадкой. Ну и чтобы вам не было сильно скучно, я решил снять очередное видео о ремонте не гироскутера и не сварочного аппарата, а вот целой акустической гитары. Это видео предисловие к последующему видеоряду, который по сути был снят на коленке, кое-как смонтирован и является довольно скучным. Могу сказать, что до ремонта гитары возникала мысль сходить в магазин, купить себе новую гитару. Но отслушав их, наверное, с десяток разных, пришел к выводу, что те гитары, которые стоят запредельных денег, я просто не позволю себе купить. А те гитары, которые стоят до 30-40, а то может и 50 тысяч рублей, по звуку никак не превосходят мою, которую зовут Крамер. В свое время такая фирма была и выпускала замечательные гитары. А поэтому решил произвести ее ремонт самостоятельно. Сейчас вы посмотрите видео, в котором я расскажу кратко, но подробно о процессе ремонта этой гитары. А в дальнейшем эта гитара и станцует, и споет. Приятного просмотра. Добрый день. Переехал в более сухой климат и, соответственно, поимел проблемы с гитарой, не уследив за ее состоянием. Появилась трещина в верхней деке между ее половинками. Дека из двух половинок состоит. Изначально она не доставляла никаких проблем, просто эстетически было некрасиво, но в дальнейшем я обнаружил, что трещина то увеличивается, то уменьшается из-за влажности в помещении. Ну а кроме того, коробиться эти две половинки друг относительно друга стали по-разному, образовывая небольшую ступеньку, что еще более усугубило эстетический вид. Решено было произвести операционное вмешательство. Трещину, которая вот между порожком и резонатором, я решил заполнить клеем, да в принципе и ту дальнюю также хотел свести при помощи вот такой вот мочалки, которую увлажнял и укладывал вовнутрь на несколько дней. При этом дерево немного увлажнилось и толщина трещины значительно уменьшилась, что позволило завести туда клей. Разглядывая рентгеновский снимок с костями, искал место, в котором я мог бы расположить усилительные подкладки из шпона, наклеенного на клей с обратной стороны. Вот в этом треугольничке я его и расположил, ну а также ближе к резонатору. На длинном участке трещины также хотел залить ее клеем и между пружинами расположить подкладки из шпона. В помощь привлекал струбцину, а также в местах, которые тяжело доступны, я сделал вот такие вот подкладки из слоистого пластика для поджатия шпона. На этой картинке первым треугольничком отмечена первая подкладка, наклеенная ближе к резонатору, ну и вторая, соответственно, которая ближе к порожку. Далее приступаем к трепанации. Необходимо на деку гитары приклеить какой-нибудь металлический элемент в виде линейки и вдоль него прорезать канцелярским ножом насквозь нашу деку. Со второго раза это хорошо получается. Этим же канцелярским ножом мы избавляемся от лишних деталей. Здесь необходимо быть аккуратным, чтобы при наклоне ножа не завалить края половинок деки. Иначе потом придется выводить. Этим же ножиком дорабатываем образовавшееся отверстие, выламывая оттуда ненужные нам куски древесины, которые пойдут там, например, на шашлык. Снимать несколько неудобно, поэтому я извиняюсь за качество съемки, дрожащие руки и сбивчивое дыхание. Ширина моего отверстия получилась настолько удачной, что вот пилочка для ногтей идеально попадала в эту щель и обрабатывала за один проход сразу два торца половинок деки. Процедура несложная, в принципе доставляет удовольствие. Далее нам необходимо изготовить заготовку, которую мы вставим в образовавшуюся щель. Берем вот самый тонкий штапик, ну вот такой у меня попался. Делаем разметку,
Отсекаем все лишнее. И посередине тоже, там где проходят пружины. И работы производим до потемнения в глазах. Ну и далее, как предписывает нам инструкция, обрабатываем все дело напильником. Здоровенными ручищами при использовании все той же пилочки для ногтей доводим заготовку до нужной нам кондиции. Процедура также не занимает много времени и вполне проста. Получившуюся заготовку можно видеть сейчас на снимках. Пробуем вставить. Слишком плотно делать не нужно. Необходимо, чтобы между заготовкой и торцами нашей деки поместился клей. Поэтому очень плотно делать не надо. Результат хороший, я им доволен. Теперь необходимо уменьшить ее высоту, сделать заподлицо. Обклеиваем нашу заготовку с двух сторон скотчем после вклейки и с помощью стамески снимаем лишнее. Далее, как и положено, обрабатываем это дело напильником. Ну, в данном случае пилочкой для ногтей, контролируя степень нажатия и ширину. Образовавшиеся неглубокие, не заполненные клеем поверхностные щели я заполнял с помощью рисфейдера клеем Tide Bond. Ну, кстати, я на него и вклеивал эту деталь. Клей достаточно жидкотекуч, поэтому без всяких дополнительных ухищрений просачивается через рисфейдер. Возможно, получится использовать иглу от шприца. Лакирование нашей заготовки лучше производить с помощью сложенного в несколько слоев кусочка туалетной бумаги, смоченной лаком. Два прохода, ну или один равномерный вдоль нашей заготовки, и мы получаем тонкое и ровное покрытие, которое по большому счету в дальнейшем может и не потребовать полировки. Ну, вот как в данном случае. Результат при ближайшем рассмотрении выглядит вот так. И в принципе меня удовлетворяет. Звук гитары при этом не поменялся. Ну, либо я не могу это услышать. Эстетически гитара смотрится издалека замечательно. Хотел сделать орнамент на этой планке, но в дальнейшем отказался от этой затеи. На этом все. Надеюсь, кому-то будет полезным. До свидания. Вот так вот раз, уже и утро. И это называется мудацкий монтаж. Ну что, поиграем? Специально на рекордере не выставлял никаких эффектов, чтобы гитару было слышно как есть. Без эха, без реверберации, всякое такое. Играть будем на открытых нотах, чтобы прочувствовать, как говорится, всю красоту игры. Соль. Ре. Хорошо звучит. И что мы сыграем? Несколько отрывков из нескольких песен. Красили мне поле, небо брось алмаз, пусть себе сияет и смущает нас. Выжми это небо, дай воды глоток, пусть земля уходит из-под наших ног, и ты мне еще расскажешь о том, что было, что есть, и о том, что с нами будет потом.
где-то чуть-чуть цепляет струна. Струны я поставил не D'Addario. Нет, давно потеряно доверие к этим струнам. Звучат они ровно там 1-2 недели после установки хорошо. Струны я поставил Ernible. И причем впервые на свою гитару я поставил струны меньше калибра 11. То есть сейчас десятки стоят. Что могу сказать? Звучат, конечно, может быть неплохо, но слишком много вот всякого дребезга, шелеста, высоких частот и всякое такое. На самом деле корпус они еще как-то качают, но поставить чуть меньше, 9 и уже все. И гитара потухнет и будет мяукать там себе что-то под нос. Для понимания процесса достаточно выйти на улицу, на открытую площадку, скажем, да, можно в темный лес, где очень много поглотителей типа деревьев, и попробовать поиграть на гитаре. Вот ни хрена не слышно, она что-то звенит у тебя под руками, но звука нет, не качает, называется. Следующее. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю свою жизнь я иду ко дну, всю свою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама, Сустейн хороший, довольно длительный и такой довольно насыщенный. Следующая песня. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Может же растаять хоть кто-то, скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью, как метрополитене. Выхода нет. Выхода нет. И что-нибудь с зажатым баре. Ну. Человек и кошка плачут у окошка. Серый дождик каплет прямо на стекло. Человеку с кошкой едет неотложка. Человеку бедному мозг больной свело.
Трактор едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он и везет. Человек и кошка порошок-то примут, и печаль отступит, и тоска пройдет. За вокал извиняюсь. Жарил шашлыки на холодном ветру, ну и получил небольшое там отклонение от нормы в голосе. В целом гитара звучит нормально. Ну и что-нибудь напоследок. Всего доброго.